Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. У нас очень важная тема сегодня. И, кстати, были и вопросы. И эту тему мне подсказал 1,5 года назад наш участник соцсетей. Он уехал наш соотечественник и живет сейчас в одной из европейских стран. Я пообещала не называть ни фамилию, ничего. Так он мне написал, что ему нужны срочно семена кульбабы. И он мне рассказал, что местные жители раньше радовались этому саду, и здесь было очень много и цветов в том саду, городской сад, и были растения все, а тут начали все погибать, и болото образовалось. Что делать? Они вызвали представителя лаборатории, в общем, обратились в лабораторию, сделали анализ, оказалось, что нужна помощь земле. Ну и нашли еще тех людей, которые жили там давным-давно, и они сказали, что вот в те времена, когда вот были вот эти одуванчики, это растение, не было никаких проблем в этом саду. Но у них проблема в том, что очень популярно стало вот готовить вот эти стебли, и корни пьют, они там делают напитки. В общем, все идет вот с одуванчика у них на питание, и так они вывели вот это растение. Ну вот попросил он меня, чтобы вот эти семена каким-то образом передать. Ну, нашли мы способ, у меня не было, нашли способ. Но я начала изучать этот вопрос. И оказалось, что здесь то, что нам больше всего надо, всем надо, огородникам, садоводам, это находится как раз в этом растении. А в первую очередь это нужно нам фосфор, калий, то, что для развития корней, для развития самого растения. Здесь все находится. И очень хорошо, если оно растет в саду. Ну, в общем, я нашла несколько вот таких у дороги кульбаб, вот, и раскидала в своем саду. Получилось, что часть сорняков я убрала. Ну, а теперь я очень важное дело делаю. Они у меня подросли, уже перецветают, они готовы для приготовления очень ценного удобрения. То, что я вам говорила. Если нет возможности покупать удобрения, готовьте это удобрение сами. А сейчас я вам покажу, как это делать. Вот сейчас, когда растение уже набрало сил, я просто, вот где вот эти семена, я просто обрываю их. У меня специальная посуда, я еще хочу по лесу развеять, чтобы побольше было этого растения. И наполняю этим растением бочку доверху. Это я сделаю чуть позже. И заливаю просто обыкновенной водой. Вода у нас колодезная, поэтому спокойно заливаю полную бочку. Сейчас все это наполню и покажу вам, что делаю дальше. Бочка полная. Вот таким образом все у нас водичкой залито. Вот, и будет удобрение готовиться. Ну, сколько будет оно сильно завоняет, вот тогда я уже знаю, что оно готово. Да, у меня очень много этих растений. И удобрения очень будут насыщенные, поэтому пол-литра на 10 литров воды надо будет. Не литр, а 10 литров воды. Ну, что я делаю сейчас? У меня вот такая есть ткань с пленочкой. Важно, чтобы и воздух поступал. Накрываю. И вот таким образом удобрение готовится. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили часть удобрения уже в бочке, а часть буду сушить. Сегодня у нас рыбы. И в рыбах очень хорошо закладывать именно для того, чтобы приготовить зеленые удобрения. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео.